этот ролик про горловой зажим, что сегодня ты не можешь сказать, хотеть, познакомиться, попросить, потребовать, отказать. Именно по той причине, что у тебя прям здесь есть вот это напряжение. Оно прям здесь тебе пережало и душит. И сейчас, когда мы уберем это мгновенно, я покажу здесь и сейчас, как это убрать, у тебя здесь и сейчас изменится и в психике, и в голосе, и в подаче, и в твоих мыслях. Вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр. Это Ирина. Погнали. Сейчас я хочу непосредственно показать вам, как с этим зажимом проработать. И на этом примере вы поймете, что такое зажим и насколько он сильно влияет на вашу личность, на ваше поведение, на ваши мысли. Смотрите, перед тем, как мы приступим непосредственно к снятию этого зажима, я попрошу вас записать свой голос и свою вот подачу на какой-то, телефон, на звукозапись. То есть просто расскажите в этой звукозаписи, например, типа «Привет, меня зовут Александр, мне 25 лет, я занимаюсь этим, хочу по жизни это, надеюсь, что у меня получится». То есть, сделайте то, как вы обычно себя подаете. Вот ваши обычные мироощущения, ваша степень уверенности, какой вы при людях, как вы говорите. И запомните это все, и потом вы прослушаете, вот это будет ваше «до». И сейчас, когда мы снимем зажим, вы скажете то же самое. Только как у вас вообще будет искроносно в голове, какая будет другая подача, голос, тембр, другие мысли, даже другие слова. Смотрите, Ирина, ты тоже повторяешь, и я на себе, да. Короче, все делаем все вместе. То есть нам для этого необходимы, вот что у нас есть, что нам Творец подарил, пальцы. У нас есть вот эта область, которая, видите, здесь как ямочка такая. Вот горло ваше, да, кадык, и вот дальше вот как ямочка. То есть вы наклоняете чуть-чуть вот так вот голову немножечко вперед, чтобы было немного удобнее. У нас вот эта вот ямка, мы в нее засовываем крючок. То есть крючок это когда вот мы берем пальцы, давай вот, Ирина, на тебе чуть покажу, да? То есть смотри, вот мы берем пальцы, мы их скрещиваем вот немножечко вот так вот в крючок. То есть мы находим вот эту вот зону, и мы туда должны засунуть палец. Вот, то есть вот мы шею немножко вперед, и параллельно горлу, мы должны как пробурить это все. То есть, условно говоря, вот здесь вот, Ирина, мы делаем. Ты чуть-чуть нагибаешь голову вперед, вот так вот делаешь, да. И я делаю вот. Получается, смотрите, я делаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в другую сторону тоже 9 раз. То есть мы делаем вот такими как бы круговыми движениями буром вниз. Мы не давим вот так вот горло вперед, потому что если надавить на горло вперед, ты сразу закашляешь. Мы делаем именно вот она шея. Посмотри, вот боком встань прям. Вот она шея. И то есть мы параллельно, как бы пальцами, параллельно шеей вниз, вот прям вот туда засовываем. Все, то есть смотрите, мы нагибаем, делаем. Хотя ты, Ирина, ты же уже умеешь. Делай сама себе. И я себе тоже сделаю, да. Тоже вот я нагну, ищу вот этот колодец. Я называю это колодец. Получается, вот берем 2-3 пальца, кому как удобнее. Нагибаем. И пошло. Причем каждому свои пальцы комфортнее, потому что у тебя по размеру подходит. Именно, да. То есть, как бы, кому 2, кому 3, смотрите. Вот 9 раз в одну сторону, 9 раз против часовой. И вы, как бы, смотрите, столкнетесь с одним из двух вариантов. Либо у вас будет так, что здесь такая, как стена, и вы такие не понимаете, а как туда можно что-то засунуть, если там полностью просто вот стена, и нельзя просунуть. Там больно, там неприятно, там страшно и так далее. И вот здесь вы должны понять ключевое. Вот еще один постулат. Это даже вот общепризнанный вселенский постулат, что в нашем мире ничего ниоткуда как бы не исчезает и никуда не переходит. Как оно называется, блядь, тоже физик. В нашем мире энергия, она не исчезает, она просто как бы переходит из одного состояния в другое. Вот так, вот это верно. И получается, что вот это, то, что вы называете «мне неприятно», «слезы», «напряжено», «не могу засунуть», это не что иное, как и есть консерва вашей боли психической, вот которая была там 25 лет назад. То есть вы страдали, это были прям живые эмоции, боль, напряжение тела, которое превратилось сейчас вот в этот зажим. И то есть у вас нет ни единого шанса от этого избавиться, если не раскодировать это обратно. Мыслями, словами, медитациями, пропевками, распевками этого сделать нельзя, потому что вот сейчас вот уже это место, которое заблокировано, у него нет должного доступа между нервной системой, мозгом и участком тела. То есть, чтобы мозг мог вмешаться и исправить что-либо,
там должна быть хорошая иннервация. То есть процесс иннервации – это процесс хождения импульса по вашим нервным окончаниям. А из-за того, что там ткань вот так вот сжалась, она эти проводки пережала. И получается, ты хочешь командой дать, типа, допустим, расслабить, а оно ошибка, оно не срабатывает. Потому что пережато физически. Нужно оживить ткань, распустить вот эти проводки, дальше пойдет импульс, и дальше ты уже сможешь и делать все, что угодно, и расслаблять силой мысли, и так далее, и так далее. И в этом заключается ключевая ошибка вообще всех медитаций, любых вот этих вот процессов, потому что невозможно починить область, которая поломана. Можно починить область, которая как раз не поломана. И получается, допустим, даже когда ты делаешь йогу, тебе становится хорошо не от того, что ты убрал зажимы, а от того, что ты ту область, вот полтела у тебя сломанные, полтела здоровые, и ты вот эти вот полздоровых тела, ты как бы их прокачал, растянул так, что теперь хватает на все тело. Но ты ничего не сделал с поломанными. Они как были поломаны, так и остались. Потому что организм не может туда прийти из-за того, что там нету этого кровообращения должного, нету вывода грязи, лимфотока, нету процесса иннервации, обмена вот этого импульса. Вот и все. И поэтому мы сейчас делаем метод, который здесь и сейчас работает моментально. Еще как раз там, где не нравится, там как раз и есть проблема, как обычно. То есть не хочется делать там, где больше блок. Это отдельная тема, мы как-нибудь даже прям поговорим об этом, потому что тут замешана такая субличность, которая называется надсмотрщик. И, кстати, вы знали, ребята, что первичный признак, вот, знаете, зажима, оно идет в 4 этапа. И вот первичный симптом – это щекотка. То есть щекотка – это же тоже своеобразно «не хочу», как бы, да? «Не хочу». И заканчивая, вот оно идет от щекотки, и заканчивая последняя стадия, это когда прям агрессивное неприятие, типа руки убери, я не хочу, ты что не знаешь, я ненавижу. Вот типа вот это все. Когда вроде ничего на ровном месте, а у человека такая агрессия, как будто он тебя убить хочет. Вот это самый показатель запущенной стадии зажима. Давайте еще раз вот проделаем. Смотрите. Проделали 9, в другую 9. Еще даже можно, смотрите, не просто 9. Вот я иногда еще делаю так. Я как бы немного вот так вот шею пытаюсь поднять вверх, а пальцами как бы вот так вот бурю вниз. И получается, таким образом как бы растягиваю вот это вот место. Я, кстати, тоже так делаю. Тоже так делаешь, да? То есть вот так вот шею, макушку как бы тяну вверх, а пальцами давлю параллельно вниз. Вот после того, как вы 9 раз проделали, еще вот так вот можно сделать. И то есть таким образом ты вот прям вот эту ямку, ты как бы ее высвобождаешь. То есть там прям колодец должен быть. Да, колодец. И вот ты прям совсем другой уровень, вот даже резонанса, другой уровень внутренней уверенности. И теперь смотрите, ребята, вот теперь, когда вот мы сделали, вот я даже просто по себе чувствую, даже как в виде профилактики, и представляю, какой у новичка, который только-только вот был зажат, и вот это вот впервые. То есть вы просто в принципе, даже вот не нужно пока что ничего говорить, просто в принципе ощутите вот этот мир внутри. То есть вот вы же чувствуете, что это теперь совсем по-другому как бы ощущается. В целом тут как будто был как узел, вас немножко развязало. То есть у вас немного как бы все расправилось. То есть у вас внутри какое-то такое прям появилась сила, энергия, желание. То есть желание как-то вот действовать, сказать, волеизъявлять. То есть вы по-другому говорите, возьмите телефон на звукозаписи, разговаривайте, просто услышьте вот этот новый тембр, новый резонанс, энергетику. И просто вот осознайте теперь, что 5 минут назад вы были вот это. А теперь вы, получается, вот этот вот человек. Ты представляешь, кто ты вообще по своей жизни, по своему потенциалу и кто ты сейчас? Если ты сидишь на заблокированных установках, а тебя можно сделать в 33 раза сильнее. Условно говоря, посмотрите вот на этого паренька, который сидит, вот этот ковер, да, больной, замученный человек. И сейчас, какая жизнь, какая все. Это и есть вот эти 33 раза, в которых я пишу теперь книги, в которых теперь я езжу по миру, в которых я работаю со звездами, в которых я вообще даже не мог представить, что такая реальность бывает, ребята. И вот эти проценты у меня просто разблокировались, потому что я это снял. А у вас они до сих пор заблокированы, потому что вы даже об этой информации не знали. И теперь это целое знание, концепция, которая называется «Другой взгляд на человека». И в частности, вот эта методика, про которую я говорю, снятие зажимов, называется «Код фасции». Есть вот официальный сайт, смотрите, изучайте. Есть группа, в которой про эту методику все. До, после и так далее, и так далее, и так далее. Это все вот посмотрите, все будет прикреплено. Кто внутри вас спрятан? То есть поймите свой потенциал, который вы вот не можете понять. Вы думаете, что вы просто обычный человек, серый человек, который мечтает о маленьком. Я это прекрасно понимаю, потому что я был таким же, я точно так же мыслил вот таким вот потолочком. А сейчас получается, я уже здесь,
А мой потолок даже не здесь, а вот уже в космос улетает, потому что я хочу уже на уровне мира менять события. Не на уровне своей маленькой квартирки в Приднестровье какую-то машину купить бэушную за 3000 и плазму повесить и играть на приставке. Вот такие у меня были мечты, клянусь. Ну, это теперь я могу сделать просто за один день в моменте, вот сейчас. Только это вообще не интересно, это даже бессмысленно. То есть сейчас это изменить мир, поменять новую психологию, написать книги, которые будут вдохновлять людей, помогать. То есть, понимаете, масштаб. И вот то же самое, я же не какой-то там особенный, я такой же человек, как и вы, просто я это уже сделал, а у вас это все сидит внутри. И то есть вы такой же какой-то художник, который может придумать новое направление, как Ван Гог в свое время придумал свое направление. То есть кто-то может новое направление в музыке придумать. Кто-то может открыть вообще фирму, которая будет риэлторскую какую-то, которая будет работать по другим принципам вообще аренды, по другому принципу всему. То есть это у каждого из вас невероятный потенциал. Просто нужно снять эти зажимы, эти ограничения социальные и выпустить вот тот бриллиант, с которым вы пришли в этот мир. Которые у вас забрали просто по факту того, что вот вы попали не в ту обстановку, не в ту семью, да? Как мир станет круче, да? О чем ты говоришь? И, то есть, Ирина, подтверди вот на примере своей жизни, что вот я, например, могу сказать, что вы даже сами можете попробовать, как после того, как вы проделали, вы можете сказать, например, да, я могу, да, я хочу, да, мне это нравится, да, это для меня. Или нет, спасибо, мне не подходит. Хорошо. Представляешь, как хорошо ты можешь это говорить? А до этого ты такой, ну, не знаю. Как будто ты ломаешься в каждом своем шаге, как будто тебе можно все равно тяжело склонить, сломать. Ты не можешь ни сказать, ни попросить, ни отказать, ничего. У тебя как бы нет вот этой вот силы того, что ты можешь, ты достоин, или нет, мне это не подходит, это вообще не мое. То есть для тебя это норма, ты при этом не какой-то там агрессивный, ты обычный, просто ты говоришь то, что ты действительно чувствуешь Личность, и думаешь. Ты личность, ты становишься харизма, собой. индивидуальность, право имеющий. Вот эти вот все и вещи. это так облегчает жизнь, ты становишься как бы, тебе легко жить. Это даже, знаете, это не инструмент как бы нападения, как пистолет. Это наоборот как бронежилет, как инструмент защиты, который тебе позволяет уверенно себя чувствовать. Это как, знаете, это вот просто ты внутри себя, тебе не приходится бороться с этими тараканами, которые рассказывают тебе сказки. И как раз люди делают плохие поступки все в попытках к борьбе с тараканом. То есть любая агрессия, это, условно говоря, когда тебе нельзя, но ты внутри все-таки пыжишься и как бы превознемогаешь. А когда тебе можно, то ты легкий, ты веселый. Две разницы. Драйв, вот эта вот энергия, от которой я горю, драйв. И какая-то другая, любая там тревожность или еще какая-то, когда люди наоборот защитная, когда какая-то агрессивность. Вот люди многие, которые, кстати, смотрят мои ролики, из-за того, что они живут в мире агрессивности, тревожности, зажимности, они воспринимают мою энергию, что это я типа с агрессией нападаю. А это я просто горю, у меня просто такие клубы вживую, вы почувствовали? То есть я раздаю, я меняю пространство вокруг. Это очень позитивно. И вообще никогда, я ни одного человека никогда не обидел, не сломал, не побил, ничего. О чем вы говорите? Но при этом я могу. И из-за того, что они все это понимают, никогда нет конфликтов. Вот о чем, ребята, речь. Просто... Ты добрый, но при этом очень сильный. Вот. И это именно атрибут самых лучших и сильных людей этого мира. Когда ты как бы можешь все, но при этом тебе это не надо. Вот, понимаешь? А не просто из-за того, что ты не можешь, и просто говоришь, мне это не надо. Это две разных вещи, да? Знаешь, как бы только человек, у которого есть деньги, который заработал деньги, может от них отречься. А не так, что типа ты сидишь там где-то там на пальме и говоришь, а мне это не надо, это все не мирское. Ты просто как бы проиграл, о чем ты говоришь. Это философия, что может казаться только когда ты это справедливый реализм, абсолютно, конечно. И вот я вам предлагаю просто переместиться вот в мир, в котором вы можете. И то есть для этого не нужно ничего сверхъестественного. Эта программа, вообще, о чем я говорю, код фасции, она рассчитана на 2 недели. То есть 2 недели вы снимаете поочередно. Там это как бы целая наука, согласен, как искусство. То есть там каждая зона в определенном последовательстве, определенными ключевиками, мыслеформами. Там это не просто, знаешь, вот типа вот как тут мы проделали и все. Нет, это как любое ценное в этом мире требует определенного внимания. Только лишь разница в том, например, для того, чтобы выучить, например, английский язык, вам надо 2 года. 2 года впахивать, ходить, созваниваться, практиковаться. Ты идешь 2 шага вперед, 3 назад. То есть это очень долго, фундаментально. А для того, чтобы снять зажимы, нужно 2 недели. 2 недели вот прям плотной ежедневной работы и 2 недели еще потом просто постфактум добивания. И все, и ты на всю жизнь другой человек. Это же просто КПД банально, это польза, выгода, это просто, зачем жить вот всю жизнь вот так вот убого, если можно жить по-другому, а оно не требует ничего практически. Да господи, если бы мне сказали, Александр,
2 недели уделяешь, ты говоришь по-японски. 2 недели ты говоришь по-китайски. Я бы всю жизнь свою потратил по этим 2 неделям. Так нет же, я учу этот испанский там уже на протяжении 2 лет. Английский лет 20, наверное, учу. И хрен я так уж разговариваю прям такие, как, знаешь, как местный нейтив. Нет. А вы не можете, блин, собраться до кучи на 2 недели. Вот это вот удивительно. А не можете просто потому, что не понимаете. Но не понимаете, что это так работает, и что это настолько как бы мощно, эффективно и поражает. Если бы знали, какой будет результат, конечно, то это там сразу можно же бы и просто все бы до последнего бы делать, человека, да. до последней бабушки бы, пенсионерки бы, все бы пришли. Просто вопрос в том, что пока не понимаете. Но для этого мы и здесь, для этого мы с Ириной здесь. Для этого каждый ролик на канале, вот посмотрите, там про живот мы делали, про ноги. То есть я пытаюсь в каждом ролике смотреть немножко с разного ракурса, закидывать какие-то новые вот камешки, какие-то пару процентов, чтобы вы видели картину объемно. Ибо если я начну просто рассказывать подряд это все, не выдержит никто из вас. Потому что, ну типа, я это создавал годами, и я для этого рожден. Конечно, у меня в голове вот такая вот картина этого всего. А вам нужно вот по кусочкам, по пазликам, чтобы она у вас усваивалась. Реально это как пазл. Конечно. И потом в определенный момент каждый из вас в любом случае, у него вот критическая точка осознания, он такой, боже, так я же это искал. А хотя до этого мог тупить там полгода, да, и не понимать, насколько это оно как-то потом доходит, даже у меня часто. Я сначала как будто тебя слышу, но не слышу, а потом в какой-то момент я понимаю, что как будто я уже говорю твоими словами, как будто свое. Да, потому что это, знаешь, это как бы, ну, это истина. Потому что когда ты нельзя понимаешь, по-другому, да, оно так работает, оно конечно, есть, Спартак. Это же не то, что что-то я выдумываю или по-своему интерпретирую. Это единственный возможный вариант, который, это устройство как бы нашего тела, нашей нейропсихики, физики, всего-всего-всего. То есть это по-другому не бывает, это, говорю, постулат. Все доброе, хорошее для тебя расслабляет, все плохое напрягает. Это же не я так хочу, это кто-то, ну, творец или природа, вселенная, она так сделала устройство. И вот все, о чем я говорю в своей концепции, это все правила, которые не я придумал, а я просто их транслирую, потому что их кто-то придумал другой. Тот, кто создал наши тушки, тот, кто создал нашу реальность вокруг. Я просто позволяю сделать так, чтобы максимально быстро и эффективно встроиться в этот мир, убрать всю ту грязь, которая как бы была против нашей воли, потому что мы не выбирали. Починить то, что сломано, вернуть то, что твое по праву, настоящее, стать тем, кем ты должен был бы быть, если бы тебя не сломали в социуме. Да. Это же самое как бы гениальное и благотворительное, что может быть только в этом мире. Самое важное, конечно, ребят. Поэтому, ребята, в комментариях, пожалуйста, отпишитесь вообще о ваших результатах. Отпишите, пожалуйста, вот о таком моменте, что понимаете вы вообще все лучше и лучше то, о чем я говорю. Как бы открывается картина вот больше. Можете также написать, какие вот ролики, о чем вы хотите, что вас как бы интересует, какие темы. То есть я пытаюсь вот с Ириной быть как-то с вами в контакте, в коннекте, потому что мы можем рассказать очень обо всем, ну, о многих-многих темах. Но что интересно непосредственно вам, да? Давайте вот будем в более близком контакте. И попрошу, вот ощутили вы на себе, да, то есть прям, ну, огонь. Ну, поделитесь, сделайте какой-то репост, сделайте, то есть поделитесь с какими-то близкими своими. Давайте как-то вместе тоже постараемся это все двигать, потому что одному немножко тяжеловато. То есть толкать вот этот вот огромный шар, да, который вот должен заполонить в мире все по-другому, одному тяжело, а вместе как-то уже и полегче нам будет все это затолкать. Делиться, в принципе, надо обязательно. Конечно, то есть вы, ну, типа, я же сделал, получается, вот, я это вам дал, я как бы поделился, вы это посмотрели. Это же как бы я вот, по сути, вам как бы подарил. То есть это вот как бы дар. А ну, всегда, если мне что-то дарят, я всегда стараюсь подарить в ответ. Но это как бы просто даже человеческая ценность, банально. Поэтому вы можете принести пользу как бы проекту и мне вот таким методом, да, поделившись там и так далее. И вашим же знакомым. Да, и это ваш же внутренний баланс, ваша же радость, счастье и перспективы. Окей, ребят, все, будем на связи. Пока. Пока. Я еще жалко только хотела сказать, что на самом деле очень круто делать каждую зону, потому что каждая зона отвечает за разное, и ты когда делаешь каждую, ты видишь разные изменения, типа там, это вау, у тебя тут поменялось то. Когда ты каждую зону здесь поделал, и сейчас, я же про то, ты сделал животную, у тебя тут вот что-то пошел. Тут ты начал говорить, тут ты начал что-то другое, тут ты начал сексуальность, да? Прикинь, и это все. И самое это важное, что не то, что ты, типа, вот опять повторюсь же, как вот с языком, ты именно учишь, и тебе говорят, через 3 недели, например, что-то пойдет. А тут вот проделал зону, мгновенный результат. Тут проделал, заговорил, тут проделал. Поэтому ты живешь в этом, тебе кайфово весь этот 2 недели, этот месяц, который... Так это, конечно же, не как в школе, сидишь там, типа, мучаешься. Это ты, наоборот, начинаешь жить, это драйв, это ожидание следующего. А что дальше? А что я могу? Это вот эти ребята вещи. Все правильно, Спасибо, что подсказала. Все, пока-пока. Пока.